Я приветствую вас, представители знака зодиака Водолей. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Таро на неделю с 17 по 23 марта. Давайте узнаем, что же прояснится в вашей жизни. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и подсказки все же вы какие-то получите. Переложите на ту ситуацию, которую раскроют нам карты, свою жизненную историю, и просчитаете, может быть, какой-то вопрос на пару шагов вперед, или рациональное, альтернативное, может быть, даже решение какое-то придет. Давайте узнаем. Ретроградная Венера нам может возвращать тех людей из прошлого, как мы говорим, и не обязательно это будет личная жизнь. Здесь может быть любые контакты или дружба. Это те люди, которые по какой-то причине выпали словно из зоны нашего внимания. А здесь они могут написать, мы можем их случайно встретить в неожиданном месте, такое может быть. И тогда примите во внимание, что если нам судьба дарит заново какую-то встречу, значит, каким-то образом может быть продолжен энергообмен вот с таким человеком или взаимный обмен. Для чего-то вы нужны этому человеку, и вполне вероятно, для чего-то он нужен вам. Ну, давайте мы узнаем на картах старинного цыганского пасьянса, который у меня уже очень много лет. Что же может происходить на этой неделе? Или с чем могут быть связаны события. У вас выпадает, смотрите, корона. Ну и как любая корона, это символ власти. Это могут быть как и какие-то структуры провластные, безусловно, или банально чиновники, учреждения, куда вы идете оформлять бумаги. Или вам нужно добыть какую-то информацию, как правильно решить ваш вопрос. Это может быть и желание построить карьеру. Есть, конечно, и момент такой, что ваши сильные позиции на этой неделе, но еще какая-то продуманность действий, она все же предусматривается, потому что корона – это мир ответственности также, правда? Это могут быть контакты конкретно с человеком, который имеет в своих руках рычаги влияния. Или какой-то дельный, может быть, совет вам дает, и вы уже больше видите правильности направления, как вам действовать. Тут по-разному может быть. Ну, давайте посмотрим. Вот посмотрите, тут с одной стороны мечи выпадают. И мечи, два скрещенных меча, связаны возле острия. Да, это может быть как наше внутреннее с чем-то или с кем-то несогласие. Но у кого-то это может быть с учетом предыдущего значения короны, когда вы с кем-то можете и не соглашаться как точка зрения. Но мы не заявляем о своем решении или не пытаемся что-то резко как сломать или кого-то переубедить. Вот это вот скорее всего нет. Давайте посмотрим, что еще. Где-то эти эмоции нам наоборот не должны помешать, мои дорогие водолеи. У кого-то гости. Либо вы в гости, либо к вам гости. Такое тоже может быть. Куда-то вы собираетесь. А еще у вас выпадает венок. Это символ радости и добрых вестей, кстати, тоже. Может быть, это, знаете как, правда, проясняется что-то у вас. Вы уже больше определенности получаете, но не на 100%, а на какой-то процент. Но, тем не менее, я так вижу, что у вас больше возможностей появляется на этой неделе. Однозначно. Но передумать, может быть, вам придется себя реорганизовать на что-то. Почему? Потому что у вас еще одновременно выпадает солнце, мои дорогие. И солнце – это то значение, это как качество жизни, но и одновременно присутствует, тем не менее, пусть сторону, я всегда об этом говорю, это направление, если мы разложим, буквально по времени дистанцию, 6-8 месяцев, почти до конца года, где-то может говорить карта о том, что, к примеру, есть ряд вопросов, которые как раз в согласовании с чиновниками проходят. Или вы хотите поменять свой статус, может быть и по личной жизни, может быть и это касается работы, ваших заработков. И вам придется этим заниматься еще какой-то промежуток времени. Поэтому взять вот эту дистанцию по направлению к собственному солнцу и новому качеству жизни. Но это все на фоне радости. Это на фоне вдохновления и
новых возможностей, мои дорогие, поэтому возможности у вас точно будут. Может быть, это будет еще и связано с человеком, с которым вы планируете встречу, или она состоится. И здесь у каждого по-разному. Есть и такое значение, выпадают весы. Это наши сомнения, неуверенность. Но вот что-то подобное мы можем чувствовать. Давайте посмотрим, что еще. И тем не менее, посмотрите, добрые перемены. Корабль – один из символов Меркурия. И это как исполнение желаний. Вот такое конкретно прописано значение в этой карте или в этой колоде карт. И это еще и перемены, безусловно. Это возможность куда-то поехать, отправиться. Или карта говорит о том, что вы будете готовить нужные документы для поездки куда-то. Просчитывать, закрывать некоторые вопросы из прошлого, потому что перемены нам говорят, и значит, что-то мы должны подвести к финалу из прошлого, опять же, чтобы в последующем для нас не было таких сюрпризов, когда мы уже сами и внешне, и внутренне переключились на что-то новое, и мы уже снова словно в другом мире находимся, в другой плоскости, и вдруг такое бывает в нашей жизни. Прилетает какая-то обратка, и вот такой вот сюрприз, который нас тормозит. Поэтому расставьте все по местам, мои дорогие водолеи. Но будет и желание, посмотрите, с кем-то поссориться. Может быть, эта ссора, она уже состоялась. Но не настаивайте на своем. Я говорила, корона, это вы сами чувствуете, что у вас сейчас сильная позиция. И с одной стороны это благо, а с другой стороны это может активизировать желание настаивать на своем. Поэтому не создайте конфронтации. Предупрежден, значит вооружен. Или это может быть конфронтация, как я уже сказала, с каким-то чиновником, да? И вам выпадает книга. И в этом пасьянсе книга – это официальное учреждение. Нас может что-то не устраивать, поэтому не конфликтуйте буквально в официальных учреждениях, даже если вам что-то не нравится. Здесь может быть такая метаморфоза, как вы пойдете узнавать, как мне правильно оформить тот или иной документ, и где-то вы столкнетесь с противодействием, у вас выпадает еще колокол. Я должна сказать, водолей, я начинаю делать свои видео от знака Овен, и 11 видео практически у меня уже сделано, и очень многим выпадает на этот период колокол. Колокол – это неожиданная новость, информация, известие. Это то, что нас может несколько обезоружить, поставить в тупик. Или мы словно замираем в нерешительности. Мы не понимаем, как на нашу жизнь переложить то, что мы услышали, или как та данность, которая, опять же, есть в реальности. И у вас что-то подобное проиграться может с учетом именно книги, официальных инстанций или официальных заявлений. Может быть, это перемены или информация, которая захватывает не совсем вашу жизнь. Ведь по колоколу это то, что мы слышим извне. Значит, это где-то обстоятельства. Может быть, мои дорогие водолеи, это на более глобальном, каком-то общемировом масштабе. Я такое тоже допускаю. Но тогда, значит, это то, что вы услышите каким-то образом, вам приходится либо учитывать, либо это может влиять на вашу жизнь. Поэтому тут нужно правильно оценить какую-то обстановку будет. И не замечтаться, но и не впадать в какие-то крайности. Понимаете, держите марку, держите осанку на любых поворотах. Потому что в центре у вас именно исполнение желаний и добрые перемены при радости и при солнце. Мы люди, нам может что-то и не нравится. Или мы себе часто строим планы, и мы совсем не просчитываем, мы даже не предполагаем, как обстоятельства могут меняться вокруг нас и заставлять нас самих тоже измениться или адаптировать какую-то ситуацию, чтобы в конечном итоге наше желание исполнилось. Поэтому будьте гибки. Пока с вами разговаривала, пересмотрела, что мы еще можем сложить. Не вижу я больше совпадений, поэтому мы идем с вами дальше. И что же прояснится? Давайте на картах Таро все же достанем такую карту. Что прояснится, мои дорогие водолеи? Или в какой области, сфере жизни больше ясности? Что прояснится? Неожиданность, неожиданные события. Следующая карта – добрые события, что вас приятно удивит или обрадует. И к чему это все идет? Достанем, конечно, по основным сферам жизни. И первая карта – дела, работа, бизнес, профессиональные ваши достижения или учеба у кого-то, опять же, документы.
финансовые энергии, деньги и личная жизнь. Так что же прояснится, какой вопрос или в какой сфере жизни? Праздник, правда. У кого-то банально это встреча или та встреча, которую вы планируете. Или, мои дорогие, прояснится конкретно при каком-то разговоре. Может быть, это у кого-то проиграется, ну как корпоратив даже, иногда и так проигрывается. Я допускаю, что у кого-то в личной жизни тут тоже больше может произойти прояснений, если, к примеру, был любовный треугольник, или когда отношения, неважно с какой, с вашей стороны или со стороны вашего партнера, когда помимо ваших личных отношений есть еще третье лицо, и значит, проясните для себя что-то, и сам по себе праздник состоится. Но я больше вижу, и это совпадает с картами пасьянса, радостные события. Поэтому, чтобы тут не прояснялось, или то, что даже поначалу нас как обезоружило, и мы не знаем, как с этим взаимодействовать. Ну, значит, не знаете, продумайте и узнаете, мои дорогие, потому что даже какое-то на первый взгляд извещение или известие, несмотря даже на какой-то минус, тем не менее, для вас будет означать плюс или новую возможность, или буквально праздник. Значит, есть повод для радости, мои дорогие водолеи, и это прояснится что-то. Значит, это добрые какие-то события и неожиданности. И что может проясниться? Первое, решится какой-то финансовый вопрос, раз, и может быть устранено недопонимание с конкретным человеком, два. Вот в неожиданностях вы можете получить какую-то информацию, как и от человека, который, ну, с которым, может быть, и были не самые дружественные отношения, или вы поссорились, вы здесь можете примириться, кстати, и больше установить взаимопонимание искреннего именно. Мы здесь искренне по этой карте проговариваем, не в себе утрамбовываем, а потом сидим и додумываем, как мы это представляем. Нет, мы по этой карте проясняем. Нам девушка показана, которая ничего не предпринимает. Так вот, так не должно быть. Почему? А потому что ключи в ваших руках. Ключ нам показан. Мы еще не знаем, подойдет он к этой двери или нет. Но пока мы не попробуем, мы не узнаем. Поэтому через аккуратные действия, через уточнение информации мы можем где-то как и погасить тот или иной конфликт или решить финансовый вопрос. Но этим придется как бы вот этот недостаток переложить на ваши правильные действия. В неожиданностях, чтобы получить вот этот самый праздник, какие-то острые углы должны быть сглажены, либо понимать, каким образом вы будете действовать по части финансов. Не совсем тут о том, что мы ничего не предпринимаем. Мы сначала продумываем, а потом уже определяемся, в каком направлении будет наша активность. Вот не совсем упускать время все же на этой неделе стоит. Ждет наша девушка возле закрытой двери и уже разуверилась в чем-то, а тем не менее, ведь возможность эту дверь открыть все же есть. Поэтому пробуйте. Допускайте то, что мы можем ошибаться, но даже если мы ошиблись в чем-то, мы 1000 раз ошибались в прежний период и еще, наверное, 1050 ошибемся в последующий. Но если мы позволяем себе право на ошибку, то тогда мы усиливаем собственные позиции, потому что это самодоверие. Мы учимся доверять себе, мы учимся аккуратными шагами, когда мы предельно внимательны, тем не менее идем вперед. Мы не просто ждем, как вот так, пригорюнившись под дверью, а тем не менее наша жизнь продолжается при любой погоде или при любых условиях. И вот у вас это выпадает в неожиданностях. Поэтому поменять вот какое-то разочарование на праздник возможности у вас есть, мои дорогие. Добрые события или что вас приятно удивит. И правда, вот, наверное, если принять вот эти все энергии, о которых я говорила во время пасьянса, карта мага. С одной стороны, конечно, вы можете столкнуться с таким человеком, который великий манипулятор, но и у вас-то полная ресурсность на этой неделе. Но неоднозначная энергия. И еще нужно подумать, как обойти острые углы, как правильно провзаимодействовать. Но если вы только захотите, то вы даже в минусе каком-то для себя найдете рациональный плюс. И
или тысяча методов, как можно решить тот или иной вопрос. И мы рассматривали с вами в пасьянсе значение открытой книги как учреждения и говорили, потому что рядом нож, не конфликтуйте, не должно быть какой-то конфронтации. Так вот помните, маг, он вообще ни с кем не ссорится. Он отступает полшага назад, как будто в тень. Он уходит от каверзных вопросов, от скользких тем. И это не значит, что он с чем-то согласился. Нет, он просто думает, как он себе не навредит и в конечном итоге осуществит свое желание. Вот подобные энергии вам буквально помогают. Но вы, как, знаете, может быть, один пункт своей жизни решаете или разрешаете какую-то даже конфликтную ситуацию на этой неделе. И потом себе говорите такое грандиозное спасибо. И для кого-то это может быть как отправная точка уверенности в собственных силах. Иными словами, ваше солнце. И к чему все идет? Очень символично. Еще один старший аркан. Правда, внешние события на вас оказывают влияние. Конечно, мы многое изменить не можем. Но от того, как мы адаптируемся к той ситуации, которая присутствует, и в последующем организуем свою жизнь, зависит опять же качество, ваше солнце. По страшному суду суд вовсе не страшный. Мы закрываем постепенно, шаг за шагом, в прошлое дверь. И эта карта возрождения, избавление от боли, избавление от страданий. Поэтому вот в таких неоднозначных энергиях, вот все то, что я только что говорила, и то, что говорила по картам пасьянса, не повторяюсь, но пункт за пунктом для вас это все важно. Карты Таро просто подтверждают. Новый жизненный этап. Вы, мои дорогие водолеи, уже в эпицентре перемен. Давайте посмотрим по основным сферам жизни. Это у нас дела, работа, бизнес. И поэтому, да, конфронтация как с чиновниками, коллегами по работе, соседями, но с какими-то знакомыми. Пятерка мечей, еще одна, кстати, пятерка. Вам действительно нейтрализовать какие-то ситуации придется на этой неделе. И причем это сделать, так знаете, красиво, элегантно, чтобы человек думал, что это он принял такое решение. На самом деле, как по магу, это сделали вы, но сделали это незаметно. Будьте магами и волшебниками. По пятерке мечей первого победа. Какой-то конфликт бесполезно продолжать, потому что каждый разойдется и останется при своем мнении. Но тогда высшие силы нам словно повторяют, как нарочно, вот такой жизненный экзамен, и мы можем заново оказаться в подобной ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, нивелируйте все острые углы. Вы себе потом многократно скажете спасибо. Принимайте, что как ваш знак зодиака, это люди, которые допускают иррациональное. Но в этом и ваша сила, и поэтому на последующий период времени для вас уже сегодня важно сгладить некоторые острые ситуации или просто не участвовать в каком-то конфликте. И это может быть банально. На работе вы заходите в какой-то кабинет, а там полным ходом обсуждение руководителя. Тоже не участвуйте, ретируйтесь, уйдите. Уйдите вот опять же в тень. Помните, что маг – великий практик. Но он взаимодействует с тем, что есть в реальности. Он не выдумывает того, что нет. Он не ждет лучшего момента или добрых времен. Он просто думает, каким образом теперь я могу с максимальной пользой для себя использовать любую абсолютно ситуацию. И там, где даже минус, он из этого делает грандиозную победу и большой плюс. Финансы. Финансы есть, финансы будут. Может быть, десятка пентаклей, одна из лучших карт в колоде на благополучие, на личную жизнь, на взаимопонимание, на приход денег, вопросы, которые касаются дома. Может быть, и правда у кого-то продажа купленной недвижимости или куда-то переезд. Может быть, это касается, когда вы встречаетесь с вашей семьей и планируете такую встречу. Возможно, и у кого-то наоборот. Взрослые дети пытаются уехать от своих родителей, и тогда всем, наверное, будет где-то более свободно дышать. Потому что хоть и дети, родители, казалось бы, родные люди, но каждый сам по себе состоявшаяся личность. Поэтому для кого-то вот такой переезд будет тоже очень необходим. И тогда вас правильно поймут. Вы сумеете принять какое-то соломоново решение. И если на деньги выпадает десятка пентаклей, что может быть лучше? Деньги есть, деньги будут. Но я тогда могу предположить, что все же с учетом пятерки пентаклей
Не торопитесь тратить, Водолей. И у тебя есть еще те вопросы финансовые, которые ты, возможно, должен закрыть, но где-то с учетом Солнца и просчитать на пару шагов вперед. Личная жизнь, драйв. Очень люблю эту карту, рыцарь жезлов. И это сама по себе, будь готов к неожиданностям. Поэтому у кого-то по части личной жизни могут быть перемены, буквально. Может быть, как оказия оформить тот или иной документ. Может быть, это пусть и личная жизнь, но вопросы недвижимости или поездок куда-либо, встреч, такое тоже вполне вероятно, и как таковое оформление документов, согласований каких-то, потому что часто по рыцарю жезлов мы именно отправляемся в инстанции, и у вас эти самые инстанции выпали. И мы не должны терять время. Карта скорости и быстроты наших действий. Не отложи чего-то на потом. И при этом каждый шаг будь готов к тому, что обстоятельства вокруг тебя будут меняться раз, и дополняться будет информация. Порой эта информация будет противоречивая. Твоя задача ее перепроверять и идти, тем не менее, дальше. Вот в этой боевой готовности все же это рыцарь, который идет вперед. Но это драйв от начала до конца. И я так думаю, что любой драйв лучше, чем стоячее болото. В конечном итоге у вас на этой неделе больше ресурсности и возможностей, мои дорогие водолеи, практически на все сферы жизни изменить свою жизнь в сторону Солнца. Но для этого вам придется с чем-то основательно определиться. Но где-то и высшие силы помогают. Добрые перемены, и вы в эпицентре их. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.